Привет, друзья! Сегодня украшаем себя любимых к торжественному случаю. 6 кружочков ткани, немножко сутажного шнура и немного вашего свободного времени. И у нас получается вот такой замечательный цветок, который можно посадить на брошь или заколку для волос. Оставайтесь, друзья, со мной. Буду рада новым подписчикам, вашим комментариям. Всем желаю приятного творчества и давайте начинать. Итак, друзья, начинаем наш видеоурок, и сегодня для работы нам понадобится линейка, вот такая вот металлическая, длиной 20 сантиметров, небольшой кусочек фетра, заколка, если вы будете делать заколку, или застежка для броши, ножницы, исчезающий маркер, зажигалка обязательно, термоклей, 2 окружности, одна окружность диаметром 6 сантиметров 8 миллиметров и окружность поменьше диаметром 4 сантиметра. Я взяла обычные крышечки. Ну и сам материал, из которого мы будем делать наш цветок. Для цветка нам понадобится для серединки цветочка сутажный шнур. Для одного я взяла ярко-зеленого цвета, для другого бордового цвета. А вот материал для лепестков может быть различный. Для такой летней заколочки я взяла тонкий с летним принтом вот такой вот шифон. Либо можно взять более плотный материал, искусственная замша. Очень приятный на ощупь. В любом случае материал должен быть синтетическим и оплавляться при воздействии огнем. Сегодня я взяла вот такой вот прекрасный цвет, ткань искусственная замша, да, и вот такого цвета сутажный шнур. Сегодня сделаем с вами цветок. Для самого цветка нам понадобится 6 кружочков диаметром 6 сантиметров 8 миллиметров, или можно сделать диаметр 7 сантиметров ровно. Исчезающий маркер мне нужен для того, чтобы не морать ткань. Однако можно обойтись и без него, так как мы будем все равно оплавлять краешки наших окружностей. Для цветка нам понадобится 6 кружков ткани. Я обвожу нашу окружность. И вырезаю. Такой кружочек у нас получился, и мы разогреваем краешки огнем и пальчиками растягиваем ткань, чтобы получить волнистый край. Вот что у нас получилось. 6 кружочков мы подготовили, и 1 кружочек я уже подготовила для создания цветка. Для этого просто мы берем кружок, складываем пополам, еще раз пополам, и отрезаем небольшой треугольничек посерединке, чтобы оплавить его огнем. Вот такие вот заготовочки у нас должны получиться. Я поступаю так с каждым кружком. В общем-то, здесь мы обходимся даже без термоклея. Можно воспользоваться пинцетом, если вы боитесь обжечься.
6 лепесточков готовы, и теперь можно заняться серединкой. Для серединки нам понадобится, как я уже сказала, небольшой кусочек фетра близкого оттенка к нашему цветку, и линеечка и сутажный шнур. На вот эту вот линейку сейчас буду наматывать сутажный шнур. Значит, можно вначале закрепить небольшим канцелярским зажимом первый ряд, да, для удобства. И мы следим, чтобы шнур не перекручивался, потому что он плоский. И плотно наматываем на линеечку ровными рядами. Если мы хотим поменьше цветок, то окружность нашей сердцевинки будет меньше, и наматывать мы будем меньше отрезок. Если мы хотим более объемную серединку, то я примерно вот использую большую часть линейки, где-то примерно до 15 сантиметров. Пока я наматываю на линейку сутажный шнур, у меня разогревается термоклей, при помощи которого мы будем тоже скреплять данную конструкцию. Так, ну что ж, я дошла вот до 14 сантиметров своей линейки, и пока завершаю ее окручивать, и можно на капельку клея закрепить последний краешек нашего шнура, последний виток, ну, чтобы удобнее было работать. Так вот. Таким образом, здесь у нас все закреплено, и как я уже сказала, буду использовать ленточку, атласную ленту шириной 6 миллиметров, чтобы закрепить нашу конструкцию. А сейчас тонкой полоской нанесу клей и прикреплю, туда присоединю вот эту ленточку. Чтобы клей не застывал, работаю фрагментами, не сразу, да. Так, прижимаю. Я скрепляю все это дело, потому что мне нужно будет с линейки потом снять. Все я закрепила. Ну и теперь здесь нужно подрезать. Теперь попробуем снять.
попробуем снять нашу будущую серединку цветка. Вот. Она не разваливается, потому что мы ее закрепили на ленточку. Теперь сюда буду наносить тоже клей и скручивать. Плотненько прижимаем краешки к серединке и еще раз нанесем клей, чтобы сделать донышко у нашей сердцевинки. Да, для этого мы просто прижимаем к кусочку фетра. Далее мы к этой основе будем подклеивать наши лепесточки. Лишнюю ткань я отрезаю по кругу. Расправлять мы будем в конце работы нашу сердцевинку, пока нам это не нужно. Мы подготовили 6 лепесточков из материала искусственной замши. И теперь будем подклеивать на термоклей к нашей сердцевинке. Вот таким вот образом. Можно перевернуть донышком к себе, так будет удобнее работать.
когда у нас уже схватились все лепесточки, можно расправить серединку, потому что она уже закреплена очень хорошо, и ей ничего не помешает. Она не развалится, да? Вот такая вот заколочка. Ее можно и к резинке для волос прикрепить, да? Для чего нам понадобится вот эта вот изнанка из окружности меньшего диаметра. Хотя, в общем-то, если у вас материал, который не сыпется, да, вот искусственная замша, можно сделать и закрыть изнанку кружком из того же самого материала, да, это будет, наверное, более аккуратно, монолитно смотрится. Я буду делать заколку. У меня заколка уточка. Длина зажима 6 сантиметров. И я сейчас подготовлю кружочек, чтобы продеть спинку заколки через кружок, да, и приклеить, закрыть изнанку нашего цветка. Я тоже обработаю края. Вот искусственная замша очень приятный материал в работе. Даже мне больше нравится, чем шифон. Он немного стретч, растягивается, не крошится. Поэтому вот так складываю пополам, делаю маленькие-маленькие, совсем маленькие надрезы, потому что, да, вот чтобы продеть спинку нашей заколки. Сквозь два отверстия. Закрепляем на капельку клея. Нанесем клей на кружок и установим заколочку на цветок. Смотрите, какие заколки у меня, цветы получились, да, можно на брошь, как брошь на пальто даже использовать из такого плотного материала украшения. Если это, как я уже сказала, более тонкий материал, то цветок смотрится немножко по-другому, но тоже можно использовать как заколочку или как брошку.
Спасибо, друзья, что были со мной. Спасибо за внимание. Приятного, удачного творчества вам. И я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.